Вы когда-нибудь замечали это скользкое и песклявое чувство сразу после начала истории про Чихиро? Машина останавливается у красных ворот тоннеля, у ворот Тории. Статуя каменного башка смотрит прямо на Чихиро. Чихиро в этот момент очень страшно. Она тянет родителей за руку и просит пойти обратно вернуться домой. Но родители ее не слушают. И все это время, с момента выхода этой истории, мы думали, что это сказка о взрослении. Миядзаки же говорил нам о духах Ками, про похищение детей духами Камикакуши. А я вам скажу крамольную вещь. Чихиро не спасала родителей, потому что их там с ней в этом мире не было. Никогда не было. Вы меня правильно поняли. И дальше я пошагово вместе с этим виниловым путеводителем приведу вас к этому озарению. Но по пути, чтобы вы не заскучали или еще хуже, не привыкли к спокойствию и вас не укачало, расскажу вам устами Дона Хуана Карлоса Кастанеда, кто же на самом деле этот загадочный безликий, который сумел напугать даже видавшую вида старушку Юбабу, и почему сестра Юбабы Дзениба, час от часу не легче, оказалась так добра к безликому. И самое главное, мы с вами скоро узнаем, почему безликий везде преследовал Чихиро. Допускаю, что поначалу мои мысли покажутся вам несколько сумасшедшими, но дайте мне шанс рассказать все по порядку и закончить все так, что вы сами поймете, что в этой истории было к чему. Начнем с того, что и тоннели, то, что мы все видели в нем, не только портал в мир духов. Это еще и ловушка внимания. И сегодня мы разберем вместе с вами этот фильм как учебник побега из матрицы. Без розовых очков. Но прежде чем мы начнем с вами это короткое путешествие, пожалуйста, проверьте, подписаны ли вы на мой канал. Нажмите подписаться, колокольчик, лайк. Здесь мы разоблачаем оккультные механизмы массовой поп-культуры и одновременно показываем выход из лабиринта и тоннеля Тории. Обычный зритель видит, как среднестатистическая семья сворачивает куда-то не туда. Далее мы свидетели, как якобы отец жрет как не в себя, словно рядом нет его жены, которая будет смотреть за ним, которая скажет ему «не трожь, это на Новый год». И рядом якобы мать чавкает в дуэт с якобы мужем. Чихиро ошеломлена, испугана. Чихиро кричит, когда видит, что они уже не ее родители, а просто чужие свиньи. Дальше вечное подчинение ведьме директорке Бань, работа в купальнях за еду, работа в печах с мужчиной, похожим на ходячую демонстрацию протезной индустрии. Далее безликий друг, безликий дух, Хако, дракон, дракона Хако и оля, финиш. Мы прошли эту историю. Но мы же вместе с вами чувствовали эту липкую уязвимость первой трети этой истории. Не просто «Ой, страшно за девочку», а именно неправильность этой реальности. Как во сне, где лица родных вдруг становятся незнакомыми и отвратительными. Благо это мультик, а мультиком мы с вами все прощаем. В эзотерике и в трансерфинге, который сюда очень хорошо укладывается, это называется попадание в сектор маятника. Вспомните наш недавний разбор фильма «Чернокнижник». Там мы показывали, как колдун, за которым охотится ведьмак, и случайная Кассандра, девушка-продавщица, создавал иллюзию старения женщины через связь с фриле этой женщины. Юбаба — это та же самая механика. Не просто ведьма-директорка Бань, присытившаяся властью. Это любая система, которая высасывает твою жизнь через чувство долга, вины или страха. Работа, где ты вечный спасатель, токсичные отношения, семья, где ты должен всем все прощать. Маятник говорит тебе: подпиши контракт, отдай свое имя. И в этой истории Чихиро стала Сен, а в испанском варианте Сэр, то есть быть, без времени, без каких-либо обстоятельств, просто абстрактно быть. И отдав свое имя, она потеряла связь с собой.
и начала игру в спасение, которая длилась 2 часа экранного времени. Но ключ все время был спрятан в том моменте, когда Тихиро смотрела на пустые стулья бесконечных ларьков столовых. Смотрите, тоннель — это не врата в иной мир. Это намного сложнее. Тоннель — это точка бифуркации. Место, где реальность разошлась надвое. Отец рациональный и холодный, мать заземленная и раздраженная. Их вибрации очень тяжелые. Машина, статус, ипотека и другие взрослые игры. И они физически не прошли на другую частоту. Они застряли или прибывали со своей скоростью на границе. Или двигались, скажем так, со скоростью близкой к нулю. В то время, пока Тихиро успела изучить локацию этого нового мира, посетить фею крестную Дзенибу где-то в болотах Шрека через 6 станций после бань. И держим в голове, что Тихиро совсем ребенок, ее сознание очень легкое, подвижное. Она, как втопленное масло, входит в новую ветку реальностей. И система Юбабы, тут, как очень мощный инструмент искусственного интеллекта, мгновенно считывает с девочки ее самый большой страх – потерю родителей. И что же делает маятник? Маятник создает иллюзию, голограмму. В данном примере именно жаба-люди с помощью голограммы приняли форму, наиболее близкую психике девочки. А родители, жаба-люди с помощью магии Юбабы, их просто смоделировали, заменили и зацепили жертву, в данном случае Тихиро, за привязанность. И очень важно, что в конце мы с вами видим, как свиньи мутируют в жаба-людей. Запомните это. Я вот случайно делаю вот этот жест и вспоминаю ваши комментарии тех людей, которые видят в этом 3 шестерки. К сожалению, у меня нет еще одного пальца, чтобы я мог делать 4 шестерки. Только если так. Но вернемся к истории. Когда мы вместе с вами препарировали фильм «Песнь дьявола» в истории про Абрамелина, мы рассматривали, как работает этот жесткий ритуал, требуя от нас очень жесткой аскезы и подчинению правилам. Юбаба здесь работает намного изящнее. Она оформляет ритуал откачки энергии под видом простого трудового контракта. Представьте, вы приходите в банк, а вам говорят: а ваши деньги украли. Подпишите договор на вечное подчинение, и мы вернем ваши деньги. Вы подписываете и узнаете, что денег никогда и не существовало. Вот именно так же сработала приманка для Тихиро. Коварная и очень хитрая. Юбаба гений. Она заставила Тихиро отдать ей свое имя и начать спасение того, чего в этом мире никогда не было. Тут возникает главный парадокс, который ломает логику и голову. Внимательный зритель спросит: если родителей там не было, а где же они были тогда? Отвечаю: они не переходили, они буквально застряли в тоннеле. В фильме есть сцена, родители нырнули в тоннель, Тихиро задержалась у каменного идола, и затем, когда мать уже была внутри тоннеля, она побежала следом, схватила сначала за руку мать, потом они достигли отца. Но в этот момент они уже не ее родители, они уже голограмма ее родителей. Родителей мы видим только в начале у машины до тоннеля, и в конце, после того, как Тихиро перешла через реку и встретила родителей, довольных, выходящих из тоннеля, у выхода. А между этим провал. Моя версия в том, что все это время родители продолжали переходить тоннель, пока Тихиро решала загадки Юбабы, спасала Хако, становилась на учет в ФНС, простаивала очереди на назначение пенсии, но время на разных ветках течет по-разному. В квантовой физике и в эзотерике это называется субъективной длительностью в точке бифуркации. Тихиро прожила в банях, в купальнях дни, а может быть даже недели, а в базовой реальности прошла 1 либо 15 минут. Ровно столько, чтобы зайти в тоннель, пройти его
и выйти тоннель с другой стороны. Именно отсюда в финале родители не помнят ничего, потому что для них ничего и не было. Все это время они просто шли по тоннелю. А Чихиро за это время рассоздала иллюзию, победила маятники и вернулась в ту же секунду, но уже совершенно другой, повзрослевшей. Парадокс разрешается очень легко. Чихиро никто не ждал снаружи. Она догнала родителей у тоннеля, но в другом времени для нее. Теперь самый важный поворот. Вы всегда думали, что Безликий — это случайный дух, который пришел в купальни просто поесть, а заодно развлечь всех нас, зрителей, своим артхаусом. Что он просто фантазия режиссера и попытка навести больше триллера. И я вам скажу нет. Безликий — это баг системы, ошибка, которую не закладывала Юбаба. Безликий — это альтер-эго Чихиро, ее Нагваль. В терминах Кастанеды это тотемное другое «я», которое вылезает, когда эго подавлено, травмировано, либо на грани смерти. Именно как Тайлер Дерден в истории про бойцовский клуб. Вспомните, когда мы с вами впервые встречаем Безликого и Тайлера. Безликого впервые мы встречаем на мосту купальням, когда как раз Чихиро пересекает впервые этот мост, и мы едва его замечаем. А Тайлер впервые задерживается в кадре больше, чем 25-й кадр во время сцены в аэропорту. Он проезжает мимо рассказчика в противоположном направлении, на движущейся пешеходной дорожке. Но вернемся с вами к Чихиро. Напомню, что за момент до появления впервые в кадре Безликого Хаку дает указание Чихиро задержать дыхание. В эзотерических практиках задержка дыхания — это мгновенный вход в состояние измененного сознания. Иными словами, сдвиг точки сборки. Девочка переходит грань в виде моста, и в этот момент из ее подсознания материализуется дух. Вот почему он везде ходит за нею по пятам. Он преследует Чихиро, потому что он и есть Чихиро. Он появляется в тот момент, когда девочка сверхуязвима, когда Юбаба вот-вот заберет у нее ее имя. Дух Чихиро молчалив. Напомню, что все время пребывания в той реальности девочка почти ничего не ела. Еда в том мире — это вообще отдельная тема для анализа. Но сегодня я не хочу вас перегружать. Безликий тотально голоден. Он копирует форму любого, кого сумел впитать в себя. Он хочет любви и жадно поглощает все вокруг, заполняя свою внутреннюю пустоту всем тем, что обнаружит снаружи. Перед нами расщепленное сознание девочки, ее внутренняя буря. Это ее сила, которая не подчиняется системе этой матрицы. А теперь ответ на вопрос, который я задал в самом начале, почему Дзениба, сестра Юбабы, так спокойно приняла этого пугающего духа и, мало того, оставляет его жить у себя. И все просто. Юбаба — это жесткий тональ, матрица, клетка, золото, контроль, контракты. А Дзениба, скажу я вам, это Нагваль самой Юбабы. Ее обособленная духовная часть, живущая вдали, на станции, куда ходят поезда только в одном направлении. Дзениба не боится тени Чихиро, потому что сама является тенью. Подобное притягивает подобное. Нагваль принимает Нагваля. В то время, пока Тональ в лице Юбабы трудится над своими бумагами, контрактами и шкатулками. И, кстати, именно за печатью Нагваля Юбаба отправила Хаку. Как полагается в оккультизме, именно эта печать присутствия Нагваля нужна, необходима для самого сильного колдовства. А Хаку был смертельно отравлен этой печатью. Именно как Ашитаки в мультике, в истории про принцессу Мононоке. И опорный момент для самых внимательных и ищущих. Хаку тоже имеет свой Нагваль. Мы в этой истории видим Хаку в двух ипостасях. Видим дракона, белого дракона, духа рек, и видим мальчика с зелеными волосами. И именно форма белого дракона, забывшая свое имя, это и есть Нагваль. И они с Чихиро
два осколка одного внутреннего надлома. Их расщепленное сознание от травмы. И по стечению обстоятельств в этом мире они находят друг друга. Юбаба усиливает внутреннее намерение Тихиро, заставляя служить ее на себя. Но что же происходит в финале? Тихиро не побеждает прямым столкновением. Она побеждает, отрицая эту ветку реальности, фактически манифестируя, что она творец. Кем она и являлась все это время? Человеком. И все жаба-люди на протяжении всего этого фильма это подчеркивали. То есть девочка констатирует факт. И финальная загадка. Кто же из свиней ее родители? В этот момент все ждут, что она выберет свиней и ткнет в них пальцем. Но Тихиро смотрит на весь этот хлев и говорит фразу, которую, возможно, вы недопоняли до конца, за шумом бурлящих в этот момент эмоций. И девочка говорит, их здесь нет. Осознаете мощь? Она не выбирает, она обнуляет важность. Отказывается играть в игру. Говорит маятнику, твоей реальности не существует. Для меня есть только моя реальность. Я наблюдатель. Не среди этих свиней нет моих родителей, а их здесь нет. Их нет в этом мире. И в этот момент бах, и матрица рушится. Ветка со свиньями схлопывается. И оказывается, свиньями все это время были голограммы жаба-людей, помощников Юбабы. В конце истории Тихиро возвращается в исходную позицию. Она снова переходит через реку и подходит к туннелю. И там встречает родителей, которые к этому времени только закончили свой переход через этот тоннель. И еще раз подчеркну, вот почему родители не помнят ни купалин, ни еды, ни других свиней. И вот почему в мультике нам не показали, как какие-то другие свиньи в каком-то другом хлеву вдруг превратились в родителей. Их там не было. Были только фантомы, подпитанные личным страхом Тихиро. Теперь я сделаю немножко необычное отступление, расскажу, как это работает в жизни, так как многие в комментариях просили меня больше объяснить терминологии и немножко вводить в курс дела. Пример жизни. Я знал одну женщину, назовем ее Анна, и много лет она спасала своего брата от зависимостей. Оплачивала процедуру очищения, вытаскивала из затяжных срывов, врала начальству, что у нее больная мать. То есть она жила в состоянии спасателя, и каждый раз, когда она тянулась к своей личной жизни, к переезду, к смене работы, к отношениям, маятник, то есть семейная система, говорил ей, ты что, бросишь брата? Он тогда умрет, тогда некому будет смотреть за ним. И однажды она нашла в себе энергию и силы произнести фразу, которую я сейчас бы назвал эффект Тихиро. Она сказала для себя, а если его там нет? Она не имела в виду, что брат призрак. Она имела в виду, что проблема, которую она спасает, вовсе не реальность. Это иллюзия, которую создала система, чтобы управлять ею. И в этот момент она перестала быть для него опекуном, она перестала оплачивать его процедуры. И знаете, что он остался цел. Он сам обратился в реабилитационный центр. Через полгода он набрал ее и признался, что он был настоящей свиньей. Парадокс в том, что перестав спасать фантома, она вернула брату реальность. А до этого она подпитывала его слабость своей жертвенностью. То же самое и история с Тихиро. И поговорим, для чего же Миядзаки это снял. Он сам говорил нам про алчность 80-х. Но его рука вывела инструкцию по выживанию чувствительных людей. Путь души Тихиро – это путь людей, которые умеют слышать свою интуицию. Она колебалась у входа, и это был сигнал. Но если вы уже внутри, не ищите там свиней. Не ищите тех, кого нужно спасать. Не ищите там своих проблем.
который маятник подсунет вам, чтобы забрать у вас ваше имя. Скажите просто как Тихиро, их там нет. Не с вызовом, не с надеждой, что они появятся, а как факт, как наблюдатель, как смотритель вашей реальности. И реальность схлопнется, и вы выйдете из этого же тоннеля, куда по ошибке зашли. А родители или те, с кем вы по ошибке зашли в этот туннель, будут стоять также у входа и хлопать глазами. И никогда не спросят, а где ты был или была? Потому что для них ты была с ними в их ветке реальности. Выход из ловушки – это не победить Юбабу, это перестать верить, что фантомы когда-то были твоими родителями. И если вы узнали свой тоннель в этой истории, вы уже на полпути. Осталось только сказать вслух, их там не было никогда. Настоящие родители ждут вас снаружи, в старой машине, в старой реальности, но в другом времени. А мы с вами на канале Los Visioneros, довольные тем, как Тихиро обрушила маятник, чтобы научить нас рушить такие же наши. Здесь я хочу сказать, что если вы хотите поддержать работу смотрителя, работу этого канала и получить приоритетные ответы в комментариях, присоединяйтесь, пожалуйста, к спонсорам этого канала. И ваше внимание – это сила, которая позволяет продолжать мне вскрывать матрицу нашей реальности. Спасибо и до встречи в следующем видео уже про злое кино. Расскажите про покупку. Про какую про покупку? Начнем.